У нас телефония учтена, фоллоуапы, у нас учтены вот этот весь анализ на разных платформах, который делает все эти оповещения и так дальше. То есть у нас обслуживание в звонке, когда он хорошо понимает собеседника на любом суржике, на любых там интонациях, хоть он бухой, хоть он агрессивный, какой угодно. Все прекрасно считывается, все прекрасно анализируется, Мгм. квалифицируется, разговор идет быстрый. То есть, когда мы... Ну, послушайте, это мы сейчас, в принципе, можем провести тестово. Я сейчас создам лид. Это мы не можем, а сделаем. Вы послушаете и дальше пойдем. Значит, сейчас что я делаю? Я показываю, когда я позвонил. В Мгм. момент, сразу, как только мы сказали goodbye, трубку положил AI, он, ну, я говорю, все, отлично, до свидания. Робот, до свидания, и ложит трубку сам. Мы видим, что вот здесь у нас кастомные поля. Кастомные Мгм. поля фиксируют некоторые вещи. Он фиксирует, как закончился разговор. То есть вот это поле, второе всегда в кастомных полях, оно отображает результат звонка. Ну, когда вы делаете список, ну, принесли список в CRM-ку, и ваша CRM-ка обзванивает список лидов, то, понятно, бывают битые номера, бывает люди заняты, не берут трубку, бывает voicemail включается. И вот это Мгм. поле, оно всегда отображает, что произошло в результате попытки созвониться. Ну, понятно, тут я позвонил, входящий звонок по-другому не мог быть как успешным. Мгм. Мгм. Но когда бы вы обзванивали, то здесь вариация, видите, большая разных Я понял. ситуаций может быть. В том И числе, voicemail, как да. бы он настроен, voicemail запал, ну, как бы наговаривать что-то, да, если он на Вот voicemail попал. я сейчас все это пройду, но раз вы уже Мгм. зацепились, я вам отвечу в моменте, потому что вам прямо сейчас интересно. То есть, когда ну, ситуативно ваш бот звонит с той стороны, вместо поднять трубку, поднял трубку voicemail, он включился там, здравствуйте, ну, это голосовое, это запишите там после сигнала. Наш робот это определяет, он ставит пометку voicemail вашей CRM-ки напротив Мгм. меня в кастомных, а сам выполняет две составляющие. Первое, что он делает, он надиктовывает голосом: здравствуйте, меня зовут Так, я с компании такой, я звоню по поводу property, э, мой номер такой-то, перезвоните мне, ну, как бы, перезвоните мне. Мгм. Э, это текст сообщения, который тут звучит, оно тоже с вашей стороны управляется. Ребята, хочу, чтобы он там Мгм. вообще ничего не говорил. Или говорил совершенно другой. Или там другой номер называл, куда перезванивать. Это ваше право. Я просто говорю, что у него базово, это Мгм. он Мгм. определил, что это voicemail, надиктовал сообщение, положил трубку и дальше отправляет планирует и отправляет ему фоллоуапы в виде смс Мгм. с тем, что сопровождает. Здравствуйте, я вам сегодня пытался дозвониться, надиктовал вам голосовое, ну, касаемо такой-то адреса, хочу там, ну, интересует ну, я так Да, да, выражаюсь, да, да, понятно. в Мгм. целом, ну, маркетинг ваш доносит в виде Мгм. Мгм. голосового, записанного в моменте попытки дозвониться, и в виде последующей смс, который он тоже этому лиду как одна цепочка Мгм. отправит. И потом мы просто ждем от лида, который на voicemail, что может он нам перезвонит, а может он нам на смс-ку отпишет, да? И Мгм. если Мгм. он отпишет смс и в смс будет, ну, перезвоните мне, например, там, вечером после работы, там, в 8 вечера, то наш робот это зафиксирует, создаст себе задачу, перезвонить ему. Вот я это все тестировал, я вам сейчас уже показываю, забегая наперед. Видите, callback info, вот поле Мгм. последнее. Он пишет номер такой-то, это вот Петр, а у него номер 5350. Вот видите, номер такой-то. Я это тестировал дважды, чтобы убедиться, что у вас все хорошо работает, потому что у нас у других клиентов это работает. Вот, два Мгм. с трех попыток я сделал, то есть, что делает робот? У него есть всегда сценарий, я должен каждому лиду, который попросил перезвонить, попытаться 3 звонка сделать. Ну, понятно, если с первого раза удалось дозвониться, то уже второй, третий делать не надо. Мгм. Мгм. Но делает он это с интервалом в 2 часа, то есть в 2, 4 и 6. То есть я сейчас пытался дозвониться, не дозвонился, он ему назначает дозвон через 2 часа.
Дальше пытается еще через еще 2 часа и так дальше. Когда уже 3 попытки сработало, ну, он просто остается как холодный, ну, лид, которому невозможно было дозвониться, и вы это увидите в своей CRM, что ваш робот пытался дозвониться трижды и не дозвонился. Другой сценарий выполнения вот этих повторных звонков, это он вам прислал смс-ку: позвоните мне вечером там в такое-то время. Робот назначит первую попытку дозвона, время точно со слов клиента, он же умный, да, когда он должен это выполнить и во сколько. И, ну, пишет там комментарий: надо там что-то обсудить, покупку недвижимости, потому что он советуется с женой. Видите, я это специально так имитирую. Да. Что я тут написал? Это не я писал, это робот записал себе такую шпаргалку, что он должен сделать, и он это точно выполнит. Поэтому, так, знаете, когда много говоришь, можно немножко и надорваться. Значит, ну вот, двоечка, это сколько попыток уже реально произошло? 2. Это просто... Или не, вторая сейчас стадия второго звонка. Да. Петр, Значит, а вопрос такой, то есть вы там по ценам сказали 23 цента это минута уже разговора, а условно вот сколько примерно может стоить, ну вот пустой звонок имеется в виду, когда не взяли трубку, пустой и звонок совершенно стоимость смс плюс-минус. Пустой звонок совершенно бесплатный. И даже Твилио там ничего не берет за это, или как бы... Нет, ну 0 секунд, 0 копеек. Все, хорошо. А Если, СМС если сколько одна примерно в итоге секунда стоит? стартовала, если одна секунда Мгм. стартовала, Твилю, не знаю, возможно, там в районе 1 цента берет. Мы Мгм. ничего не берем. Мы берем, Мгм. когда Мгм. наш робот понапрягал свои голосовые связки. Тогда Ну, там понятно, да. вычисляется количество токенов и так дальше, и в Мгм. пределах там, ну, меньше, конечно, не 23 цента. То есть, если это voicemail, это там, по-моему, 1/3 или 1/4 этой стоимости. То есть, voicemail гораздо дешевле. У вас ситуаций будет с voicemail много, то есть, voicemail это не 23 цента. Мгм. Это, да, Ну, наш условно и робот 10. ну, Условно, да, условно, да, там я сейчас... меньше, да. Да, 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 Мгм. да. То есть, условно, это дешевле в разы. Мгм. Дальше. Мгм. То есть, мы вам ценность создаем. Ну, не мы, а ваша программа вам ценность Да. генерит. То есть, она не просто позвонила там в Измаил и как... Ну, реально, если бы это был живой человек, которого вы там нанимаете, филиппинца, на мне колл-центр обзванивай. Но он бы, скорее всего, позвонил, не дозвонился, вам просто в списке пометки напротив каждого. Этот не взял трубку, там voicemail, там voicemail и там voicemail. А наша Мгм. система: так, тут voicemail, но я ему надиктовал, и я ему отправил еще смс-ку. То есть этот парень с этим номером точно заряжен вашим маркетингом. А ответит вам Мгм. нет, но это уже третий вопрос. Мало того, когда он перезвонит, то принимающая сторона, ваш AI, будет точно знать, о чем речь. С кем, о каком адресе, почему он перезванивает, что он вам писал, не писал и так дальше. Мгм. Понимаете? Мгм. Да. Да. Дальше. Да, вопрос, ну И ладно, да, дальше. смс-ки, да. смс-ки цены Да, 1 цент одна смс. ага. Ну, понятно, то есть, в принципе, можно бомбить ими там. И он все время фоллоуапит там, ну, то есть, он делает смс-ку клиенту после Вы разговора, да, сейчас что мы с вами увидите флоу поговорили там. по примеру Ага. данного лида, а дальше мы еще сделаем с вами дополнительно. Вот я Мгм. Мгм. позвонил с объявления или сайта, поступил лид, включился робот, видите, нарисован робот. Мгм. Он говорит: все, это теплый лид, позитив, summary Петр, позвонил, продает дом такой-то адрес, Мгм. property нуждается в ремонте, видите, Мгм. Мгм. ну, детали из Марк это наш. Он проведет анализ рынка, да, и запланирует ему, что он там, ну, Мгм. повторно с Мгм. ним связаться, дать цену, условно. Да, хорошо. Дальше. Состоялся звонок. Это мое киевское время. Тут оно у вас, когда вы откроете CRM-ку, все временные вот эти позиции, они будут под вас подстроены в моменте. Мгм. Когда я Да. сейчас отображаю, оно по моему времени мне показывает и в интерфейсе. Поэтому вот здесь пометка. Смотрите, вы спрашиваете, смс-ки будут? Вот, смотрите, произошел разговор, а вдогонку
утро 7:46, так как, ну, тут получается такой парадокс, да, я тестировал по Киеву, для меня день, но в Америке там, ну, была ночь, когда это тестировал. Да-да-да. Мгм. И он, типа, все равно понимает, ну, сейчас ну, не сильно хорошо звонить, но поскольку они ночью разговаривали, то рано утром я ему напишу смс-ку. В Мгм. 7:46 он ему отправит смс-ку: «Привет, Петр, спасибо за звонок, я уже тут все считаю, тебе пришлю контакты, ну, до связи, короче». Ага. То есть это будет просто такой, знаете, зафиксировать, что, ну, тебе не приснилось, что мы разговаривали, да, мы реально Мгм. разговаривали, и вот я тут уже тружусь, потею, да. Мгм. Дальше, Мгм. дальше. Я говорю, я, Дмитрий, ну, я в вашей Мгм. роли, создаю вот здесь, видите, в правом верхнем углу, вот здесь вожу мышкой, Да-да-да. есть заметки, ноут, email, смс и звонки. Я, Мгм. который сижу сейчас за пультом, да, в CRM, я могу сделать им в этой CRM написать сам смс-ку своей головы. Могу нажать Мгм. позвонить, и реально я позвоню вместо робота своими голосовыми связками поработаю. Мгм. Или я могу заметкой сделать такую вещь, которую я обращаюсь к роботу. То есть все, что я напишу в заметках, это мое обращение к роботу. И смотрите, что я делаю. Я вообще не напрягаясь там с переводчиком, просто на русском пишу ему: «Предложи Петру Лиду этому 120 тысяч за этот дом по смс на английском». Ну, то есть я ему как бы пишу свою хотелку, не хочу я даже напрягаться, писать смс-ку, там, английскими правильно доносить. AI все понял, сделал, пишет: Мгм. «Привет, Петр, ну там, мы провели там что-то анализ, в результате за твой дом на Мейн-стрит готовы предложить, ну, дать оффер 120 тысяч кэшем. Интересует, можем обсудить». Мгм. Мгм. Марк. Ну, чтобы уточнение, что это все-таки Марк, потому что это, скорее всего, могло произойти через пару дней, и он уже мог забыть о нас, да? Ну да, да. Тот говорит: «Но нет, спасибо, слишком малая цена, я не заинтересован. Goodbye». Это я специально тестирую. Смотрите, что Мгм. Мгм. происходит. AI говорит, смс, то-то, то-то, он отклонил, вот reject offer тут, потому что он, ну, типа, маленький, не заинтересован. Лид холодный, видите, cold. Мгм. Не отвечать. То есть наш робот решает: не, я не буду ему писать смс-ку, нафига. Ну, то есть он так решил. Хотя у него в голове могла быть инструкция, мы этим управляем. Хотите, вы скажете: Мгм. слушай, а давай ему всегда спрашивать, а сколько ты хочешь все-таки. Ну, условно. Тогда Мгм. он будет это делать. Но пока что мы экономим ваши вот эти 1 цент, лишних смс не шлем. В Мгм. итоге, что произошло? Поговорили, тут провели анализ, я робота Анализ делать — это не робота задача. Это вы, Дмитрий, Да-да-да. Мгм. получили, смотрите, как это было по хронологии. Я позвонил, лид упал секунда в секунду. Вот это уведомление, теплый лид Петр, появилось. Мгм. Петр позвонил, продать свой дом такой-то, request, ну, что он там говорит, Да. надо ремонт, Марк считает, вот, вы кликните, вы попадете на вот это событие, на звонок с вот этим Мгм. Мгм. событием, что вот он уже теплый лид. Дальше ваша задача: ну все, у меня есть лид в кармане, мне надо ему там посчитать. Я открываю, ну, был бы там адрес, да, я могу где-то адрес кликнуть, открыть, посмотреть. То есть у нас все адреса, которые корректно будут записаны, они будут, ну, если там все сказали, в каком городе и так далее, что он на карте откроется. Так как Ну я да-да-да. криво это назвал, то он не открывается. Но вы можете кликнуть Мгм. и сразу посмотреть, что за дом, сделать какие комсы, подумать, на Зиллу зайти и так дальше. Посчитаться, решить, что с ним делать. И дальше либо сами с ним созваниваться, писать, или заставить робота: принеси ему вот это, чтобы, знаете, сохранять уже тот канал. Ну и как вы Мгм. хотите. Мгм. В итоге у вас получается, я говорю: предложи Петру этому лиду 120 тысяч. Он пишет ему: вот тебе предлагаю. Тот говорит: нет, слишком маленькая цена. Я это намеренно делаю. И сам заставляю робота, он мне пишет, я со своей стороны ему отвечаю, да. Все, Мгм. короче, до свидания. Так как там чуть не все, отстань, до свидания, неинтересно, он решил, что это холодный, ну, то логично, и решил ему даже ничего не отвечать, потому что, ну, что буду писать, goodbye, ну, тратить 1 цент на этот goodbye зачем? Типа, вот Мгм. тут же Мгм. все холодное. Дальше. Я пишу. Поскольку он не заинтересован, спросил у него, какая для него справедливая цена, за которую он согласен продать свой дом.
Робот даже, ну, там, не уточняя у меня никаких деталей. Привет, Петр, сори, что, типа, оффер дал маленький. Сколько, ну, какая будет нормальная цена, что ты продал дом? Ну, правильно же? Мгм, Робот мгм. сгенерил этот текст по моим подачам. То есть я с ним на русском себе общаюсь, напомню, как это делаю. Нажимаю вот эта заметка, пишу Да, вот да, да. этот текст, нажимаю дан сохранить, и робот трудится с моей подачи. Робот может не делать действия. Я могу ему написать сюда в заметку, скажи, там, клиент заинтересован, а что он там, какие детали, в каком состоянии дом, или он мне давал какие-то там, ну, в чем проблема там, ну, короче, допустим, у нас уже лид, тут переписывается, званивается уже куча раз. А вы на каком-то промежутке пришли сюда, и вам вообще лень вот это все изучать, да? Вы просто пишете заметку, Да, Петр, и сюда... соответственно, а через ноут я могу ему только вот давать там, ну, как бы задание что-то сделать, или, в принципе, я могу просто туда добавить какую-то там входящую информацию, допустим. Да, у вас здесь Ну, три там, сценария работы с а, заметкой. Три сценария. просто, Вот вы сейчас да, я прям понял. подкинули Мгм, мне, мгм, ну, чтобы я правильно вам правильно донес информацию. Первый сценарий. Вы ему даете задачу. Напиши ему мгм, смс, напиши ему имейл, создай ему красивое письмо, мгм, перезвони ему и расскажи вот это вот. Все он выполнит с вашей подачи. мгм, Второй мгм, сценарий работы с заметкой. мгм, Учти, робот, что в этом лиде есть то-то, 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 так-то, так-то. Я с ним там разговаривал, вот в результате мы там с ним такое-то договорились. Что вы сделали? Вы сделали, так скажем, инъекцию в мозги роботу знаний об мгм, этом лиде. Вы с ним созвонились по своим каким-то каналам, мимо кассы, да, мимо вот этого всего. Но мгм. лиду, ну, AI принесли какие-то водные, чтобы он точно знал. И если, например, и вы ему говорите, если он тебе перезвонит, то имей в виду, что вот то-то, то-то, то-то. И все, и робот уже будет знать. Мгм, мгм, Понимаете, да? Или третий сценарий – это вопросы ваши. Вы ничего не принесли нового. Вы просто не хотите разбираться во всей хронологии, кто с кем. Возможно, там 5 минут разговаривали, вам вообще лень это да, да, читать, да. слушать. Вы Мгм, пишете, так что в итоге договорились? И он там, ну, он сказал, что ему надо с женой посоветоваться, и в итоге там, и сказал, перезвони завтра вечером. Все, вы это не искали, не думали. Вы мгм, просто мгм, задали вопрос за я, и он вам это четко ответил без воды, без вот этих всяких там. Он знает все, что происходило на уровне звонков, на уровне смс, возможно, имейлов и так дальше. И всю мгм, хронологию мгм. событий вы ему просто запрашиваете. То есть три сценария, вы запомнили, да, заметок? Да, да, да. Дать команду, дать ему вводные по знаниям в этом лиде. Все работает в пределах лида, в котором вы находитесь. То есть у вас там может быть еще 25-100 тысяч лидов, в каждом своя история, в каждом своя Мгм, информация внутри. То есть в каком лиде вы с заметкой работаете, касаемо этого лида это все работает. Это мгм. не заметка по всей CRM. Ой, расскажи, сколько у меня там в CRM есть там лидов. Или там. Да, 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 я Нет, понял. это Мгм. вы предметно по лиду работаете. Дальше. Он стал холодным, я ему попросил, дай ему смс. Лид говорит, мне вот это не подходит. Потом я ему специально говорю, я ему вообще спрашиваю, так, ну, я типа на дурачка, да, как будто, ну, э, какая будет справедливая цена? А я отвечаю, вообще по какому адресу идет речь? Мгм. Я спрашиваю, ну просто я как бы ответил так. И что делает AI? AI сохраняет, что этот лид все равно продолжает быть холодным, видите, cold. Потому Мгм. что ничего Мгм. не поменялось, он как меня послал, так и послал. Вместо того, чтобы сказать, какую цену он хочет, он мне вообще не в курсе, кто это и зачем мне пишет. Я говорю, какой адрес, по какому адресу вообще идет речь. Лид холодный, но AI не говорит, да не, я ему ничего писать не буду, как вот здесь был, да, он стал, где он? Мгм. Мгм. А, Вот, лид стал холодным, и нот не надо ему отвечать. А здесь вот разница. Тут он был холодный, просто он сказал, неинтересно, goodbye, и он ему ничего не Мгм. ответил. Мгм. А тут он сказал, к какому адресу вообще идет речь. Лид холодный также, но ответить ему запланировано. Через одну Да, да, да. минуту, видите, он пишет, через минуту, вот, 7:04, 28:02, Мгм. то есть сегодня в 7 утра, ну это как время, когда я это все делал, Мгм.
фиксировал через 1 минуту после вопроса, то есть не сразу, знаете, как бывает сервисы, когда вы там работаете, а он вам выплевывает эти ответы мгновенно, хоть там тонна текста, Мгм. сразу вам вывалил. А тут он может через 5 минут написать, через Мгм. 10, через полдня, потому что он понимает, там надо подумать, он понимает, что у него вводные, так, я же должен действовать как настоящий человек, а не так, что я сразу мгновенно пишу смс-ки, понимаете, в чем ценность процесса. Мгм. И он пишет: привет, Петр, ну, это обсуждается вопрос по недвижимости 210 Мейн-стрит. Ты, ну, какая цена тебя интересует? Ну, будет интересно. Он ему все напомнил. Какой дом, Мгм. э, что я от тебя хочу знать цену. Я такой. И вот, и это факт того, что тут это он запланировал через минуту, Да, а да. это прошла минута, он ему отправил. А Мгм. я уже, как лид, получивший вот этот ответ, говорю: понял, все, yes, правильно. Ну хорошо, мне надо посоветоваться с женой. Вот, видите? Мгм. Позвони мне вечером. Tonight. Окей? Да, 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 хорошо. В итоге робот превращает cold, видите, был cold, стал Мгм. теплый. Почему теплый? Потому что он не отрицает, что он, возможно, рассмотрит продажу, Ну да, да. и ему просто надо посоветоваться. Поэтому Мгм. такому лиду точно надо делать повторные касания, и он точно не холодный уже. Да, да, понятно. Поэтому лид из холодного превратился в теплый. Так как Мгм. это вся коммуникация, которая сейчас происходит, она по смс, в Telegram прилетает второе уведомление. Теплый лид по смс, видите? Мгм. Понятно, что Мгм. это был один лид, но фишка Ну в да, том, что да. он похолоднел. Просто холод мы не кидаем в Telegram. Зачем отвлекать Ну менеджера да, вас или да. вашего помощника тем, что у вас что-то плохое происходит? Вам надо только Мгм. вкусняшки. Поэтому он вам триггерит повторно, там что-то происходит. Ну, по-хорошему, в идеале, у вас бы все произошло еще на этом уровне. Вы уже там подготовили и так дальше. Тут Мгм. произошло холод, новое касание, новые какие-то события, вы опять уведомление в Телеграме: из смс появилась теплота. Вы Мгм. мгновенно Мгм. это узнали. В итоге лид стал теплым, и он пишет: все отлично, созвонимся вечером. Ну, нормально же. Дальше Мгм. робот сам себе ставит задачу, вот она. Callback запланирован, номер такой-то, вот Петра номер 350, вот он. Тогда-то первая попытка будет совершена. Петр хочет обсудить недвижимость, ну, оффер по этой недвижимости, что он там, ему надо посоветоваться с женой. Ну, короче, Мгм. контекст, с чем надо прийти на вот этот вечером. Да, да. Робот все это понял, записал, зафиксировал. Он ему отправил смс, чтобы тот был уверен, что я тебе буду звонить, чтобы тот реально ждал, а не просто как бы. Мгм. Мгм. И все. Дальше происходит звонок. Исходящий, видите? Это я имитирую специально раньше Ага. времени, чтобы, ну, как бы, ну, не ждать, потому что я так Ну ошибочно да, да. написал вечером, а сам думаю: ну, блин, как я сейчас это покажу? Поэтому я все-таки форсировал события, и, Мгм. видите, Мгм. засчиталась попытка, вот, 2, 3, то есть реально пошел звонок, в котором: алло, алло, эм, ну, так как я форсировал еще не вечер, я тоже играю дурачка, говорю, он говорит: Петр, я, да, да, Петр, ну типа, он мне звонит, Мгм. спрашивает: это Петр? Я говорю: да, Петр, слушай, я звоню тебе по поводу адреса такого-то. Я говорю: там мне надо, ну, опять же, на голосе, вживую я плохо, ну, вообще английский не знаю, и поэтому я так пытаюсь что-то там ляпать и говорю: мне надо там поговорить с Мгм. женой, что-то типа того. Все, я понял, хорошо, когда тебе удобно перезвонить, что-то такое, да? Я, Мгм. я что-то там ляпаю, короче, пытаюсь ему сообщить, что я хочу, чтобы вечером перезвонили. И в итоге тут, конечно, хорошо, договорились, я тебе перезвоню вечером, до свидания, все, спасибо, до свидания, попрощались. Опять планируется звонок, опять вторая попытка, и, ну, контекст, я Мгм. Мгм. спасибо. Э, То, что я ответил спасибо, просто, ну, это я чисто поэкспериментировать. Он мне ничего, то есть лид продолжает быть теплым, где он, вот, статус warm, видите, вот здесь. Мгм. Мгм.
Но он не требует ответа, ну, спасибо, ну, что я скажу, пожалуйста, ну, типа, как-то, ну. Ну да, да. То Ага. есть, насколько робот умный, что он знает, когда отвечать, когда не отвечать, когда он сохраняет теплоту, когда он уже холодный, Мгм, мгм. когда надо перезвонить, когда надо фоллоуапнуть смс-кой, когда к нему обращается менеджер, когда он общается с реальным лидом. Все это как бы идет. Я вам сейчас просто проанализировал, как идет флоу в Мгм, живом мгм. лиде, когда что-то происходит на уровне смс, звонков, перезвонов, дозвонов. То есть это сценарий, когда кто-то набрал, но ровно то же самое происходит, когда вам позвонят. Теперь я хочу с вами Да, понятно. пройти путь, когда мы создадим какой-то липовый адрес. Вот я сейчас создаю. Давайте напишем какой там 1, 2, 3, тест, авеню. Так, то есть вот в company name мы забиваем Адрес, адреса или... да. Ага. А контакт name это вы, Дмитрий. Мгм. Дмитрий. Подойдет так или это будет... Да, да, Он так да, пойдет, читает пойдет. этот робот, я не Мгм. знаю. Это как он должен вас назвать. Я создаю лид. Теперь я хочу, чтобы это точно называлось, потому что робот зачитывает адрес не с поля вот это название лида, я хочу показать вообще, как лиды выглядят в рабочей нашей CRM-ке. Мгм. Ну, чтобы у вас было понимание, что такое лид вообще в идеале, в недвижимости в нашем случае. Вот, смотрите. Это адрес, full адрес. Вот каждый лид у Мгм. нас это полный адрес. Ну, цифры вот эти, улица, город, какой этот штат и zip-код. Мгм. Дальше Мгм. это все повторяется в about. Ну, Мгм. about это адрес, вот я кликну на него и попаду в точное место на карте, видите? Мгм. Мгм. Вот, вижу этот дом конкретный. Кроме Да, да. того, у меня есть всегда, ну, это у нас ну, интеграция Zillow, то есть мы себе видим этот адрес на Zillow с его там эстимейтами и всякими приколами. Мгм. Кроме того, мы знаем о нем кучу деталей, это мы парсим, но это мы вас потом, может, научим. Это имя, фамилия, это номер и иногда электронная почта, чтобы Мгм. вообще полноценно можно контактировать. Мы работаем с Subject2, и мы работаем как эти хуселлер, и через агента мы пытаемся найти проблемные дома, SIS, либо, короче, не буду Мгм. длинно рассказывать. Фишка в том, что такое элит в CRM, это в идеале full адрес. То, что я в Да, нашей да, CRM понятно. сейчас вам показываю, как я создаю элит, это я просто, ну, мне лень вот это все придумать. Я сейчас Ну да, да, хорошо. минимальный набор данных хочу создать, Мгм. чтобы Мгм. проэкспериментировать, чтобы сейчас робот вам позвонил. Вот, Дмитрий, я пишу homeowner, роль homeowner. И пишу ваш номер, пожалуйста, диктуйте. 818 Да, 605 да. 1563. Вот, у меня есть минимальный набор данных. Это имя лида, это адрес этого лида, адрес вот это, обратите внимание. Мгм. Тут это всего лишь имя, хотя это у нас, как я показывал, это и есть адрес, мы дублируем эту информацию, потому что лид это не имя, лид это всегда адрес для нас в недвижимости. В других Ну да, сферах да. это имя, но тут это адрес. Поэтому адрес, имя, с кем, как обращаться, то есть робот «Привет, Дмитрий» и так дальше. Кто он, в какой роли, homeowner, может быть, он там юрист, может, он там еще кто-то, может, ну, короче, homeowner, Дмитрий с таким-то адресом по такому-то номеру. Все, у меня полностью чистый лид. Я, допустим, где-то на какой-то платформе там купил списки, где-то скиптрейсеров, где-то у каких-то там, я не знаю, Property Radar, PropStream, принес сюда мотивированный список. У меня появилась в CRM, вот как я вам показываю, куча лидов с адресами, да? Мгм. Мгм. У каждого адреса должно быть минимальный набор данных. Это адрес, это имя и это номер. Все остальное это уже как бонусом. Но если вот этих трех вещей нет, то робот даже не будет пытаться звонить. Он звонит только в том случае, если у него есть базовые три вещи. Имя, номер и адрес. Когда идет входящий звонок, это другой разговор. Это у него спрашивают у лида, прежде чем его дальше записывать, какое ваше имя, Мгм. какой адрес. Человек там что-то наговорит,
И это запишется в CRM-ку с адресом, именем, и все, и номер, с которого звонил, и так фиксируется, поэтому 3 реквизита мы и так Да. А получаем. вопрос такой, а если номер, с которого он звонит, как бы он, ну, как бы неизвестен, бывает такое, что Да, он, да, ну, да. не Ну, определяется? Петр, которого я сейчас показываю, его не было в CRM-ке. Он Нет, нет, сразу... я имею в виду именно как бы, ну, не определяется номер при звонке, такое бывает достаточно, А, как ну бы, ну, тогда я вам ничего не подскажу. умкнован, то есть они звонят с номера, который как бы, ну, Ну, не высвечивается, а умкнован, то по есть идее по идее Мгм. разговор произойдет. Да, а робот Э, спросит номер телефона, может быть, в этом случае, как бы, Думаю, что нет. Ну, потому что ага. это не предусмотрено на данный момент этим скриптом. Мгм, мгм. И пока, ну, такой событие я пока не предусмотрел, честно я вам скажу. То Потому есть, что, ну, да, бывает такое, когда они звонят по маркетингу какому-то, ну, типа там Direct Mail, что-то вот подобного плана, да, ну, мы можем перезванивают. усилить промпт, чтобы он хотя бы в конце разговора просто на текст наговорил свой номер. То есть, скажите, по какому номеру с вами обратно Ну связаться? да, да, наиболее, да, там, как сказать, самый Мало ли он сейчас подходящий номер, с ними да. по одному номеру, а самый подходящий будет совершенно Ну, другой, не тот, который. И он хотя бы будет в summary, и вы когда получите лид теплый да, в можно будет Телеграме, то самому вы хотя бы записать. здесь в Мгм. summary увидите цифры, которые отличаются от этих. То есть тут мы Мгм, связываемся по мгм. одному, но этот подходящий номер будет другой. И вы сможете, ага, этот не работает, значит в другом. Можно, это без проблем. А тут мы можем как-то второй номер добавить в контакт, то есть чтобы их было там, ну, через запятую условно, чтобы их было Да, да, два. да, смотрите. Да, есть возможность, ага. Хоть 150, я сейчас А, покажу. все, хорошо, да, то есть Я чтобы он покажу как-то... намеренно Мгм. сейчас свой тестовый лид. Вот он сейчас. Assistant бот. Вот смотрите. Вот как готовы. Вот смотрите, сколько у меня номеров в одном лиде. Мгм, мгм. Да, Видно, все да? отлично. Да, да, То да. есть один лид может иметь неограниченное количество номеров. Больше скажу, когда вы принесете вот такой вот лид и его отправите на звонок, то наша система сделает дозвон до каждого номера, а не только первому. Мгм, мгм. И по каждому сделает summary, что там произошло. И по каждому вас чекнет, и там беру трубку, там да voicemail, там еще чего-то. Но, конечно, лучше, когда один номер, это идеально. Ну, а если несколько, то мы вам дадим совет, как это записывать в CRM-ку, потому что вид, который я сейчас показываю, это возможно, но это будет путаница. Представьте, у вас тут куча хронологий, там 3 дяди, 3 тети, кто-то ребенок, и каждому дозвонились, а тут как бы у всех одно имя, Вася какой-то, да, и с ним всем Мгм, мгм. общались как с Васей. И у робота плавятся мозги понять все эти детали. Ну, это все возможно, но это корректнее работает через другой метод. Я покажу как позже. Мгм, мгм. Так, это другая CRM. Вот сейчас я записал и объясняю, что вы можете несколько номеров добавить. То есть и вам, Дмитрий, если у вас сейчас прямо под рукой еще номера, то можем сейчас прямо сейчас вставить несколько номеров, и на эти оба номера с интервалом в 15 секунд робот пойдет звонить с вашего номера. Но пока не будем, у вас один номер в CRM, не будем это Мгм. сейчас эксплуатировать, можем позже. Давайте сейчас, что я делаю. У меня в CRM есть вот эти статусы, видим, да? Да, да, да. То есть в каждом лиде внутри есть вот такая под именем лида, вот такая выпадающая менюшка, так назовем ее. Это статусы. В этих статусах есть, ну как бы логично, я вам потом объясню, но пока главное знать вот эти две вещи. AI Attempting и AI Мгм, Conversation. Когда вы нажимаете кнопку AI Attempting, то робот пытается туда дозвониться. Пытается. И я прямо мгм. сейчас, вы готовы сейчас поговорить с роботом? Да, да, да. Что произойдет? Я нажму вот эту кнопку. Мгм, Через пару секунд вы получите на смартфоне входящий звонок, если у вас не заблокированы там всякие маркетинговые вещи. мгм. Сейчас мы это узнаем. И, начнет алло, как вы, возможно, на презентации слышали, обратиться объяснит, кто звонит, обратиться по имени, спросит вот этот 1, 2, 3 тест авеню, возможно, он это скажет 100 туда, и, возможно, 1, 2, 3, я не помню, это надо будет проверять. И дальше, спросит, планируете о планах ваших на продажу, удобно ли сейчас общаться,
то как раз таки вам, ну, чтобы сейчас провести нормальный такой тест, да, с уведомлением в Телеграме и так дальше, лучше сейчас нормально там будьте заинтересованы. Да, удобно говорить, продаю дом, в каком состоянии, ну, там, и надо ремонт, не надо. Там как расскажете, так и он зафиксирует. Просто говорите с ним ну, нормально, уверенно, заинтересованно и, ну, там, нормально в трубку, не где-то там в воздух, да, потому что... Так, звоню. Готовы? Вы же со Да. мной сейчас на зуме с компьютера, а телефон свободен, верно? Да. Отлично. Звоню, надеюсь, сейчас пройдет звонок. Ждем пару секунд. Я вас уже настроил и проведем этот эксперимент. Hello. Hello. Hi, this is Mark here from the Wynwood Real Estate Management. This is Dimitri Yeah, it's me. calling you regarding the property at 123 Best Avenue. Are you planning on selling this house? Yeah, I'm ready to sell it for a fair price. What's your offer? Great. Is it currently vacant or occupied? It's vacant. What's the condition of the house? Actually, it's in livable condition, but you may need to replace the roof just because of it's old. And actually nothing. Yeah, talk. Sorry about that. Stay for major repairs in the long 10 to 15 years with the HVAC system, electric panel, or plumbing. No. Okay. Our company is a real estate investment company. Buys over 100 properties per year. We purchase properties in is condition with no inspections or fees. Would you be open to hearing an offer before going through the hassle of listing it on the market? Yeah. I am going to chat with my partner. Okay. I'll do a quick market analysis, then we'll call or text you with an estimate. If that number sounds good to you, would you be willing to schedule a quick walk through at the property so we can leave you with a written offer? Yes. Okay. Can we do it next week? Bye. Okay. Ладно, давайте сейчас проверим, Вот что-то. что получилось. Я демонстрирую экран. И, ну, пока смотрим на моем экране, потом ознакомитесь. Смотрите. Вы поговорили с этим роботом, который вам звонил. Как только вы положили трубку, ну, закончился разговор, сразу в Telegram вы видели у меня на экране, да, прилетел Да. в секунду уведомление. Divinit AI, ну, наша компания вас оповещает. Ход лид, то есть оповещение о том, что у вас горячий лид. Дмитрий с номером таким-то, адресом таким-то является горячим. Почему? Summary. Марк позвонил Дмитрию по поводу продажи property по такому-то адресу. Дмитрий готов ее продать по... Что это значит? Честной цене. По честной Справедливой цене. По справедливой цене. Данный дом занят, нуждается там в ремонте, по-моему, или что-то там такое, да? Ты сказал, что он вэкант. В целом у вас тут и что делалось, когда делалось, да, нет и так дальше. Мы можем с анкетирования вообще убрать эти все вопросы. Вы только определять мотивацию, возможно, что-то ключевое, что вам надо знать. То есть промпт мы, ну, скрипт разговора мы можем подправить, это не проблема. Это как раз входит в нашу с вами коммуникацию для того, чтобы вы сказали: слушайте, Петр, он там столько всего спрашивает, это все нам не интересно. Или называй мою компанию по-другому. Или рассказывай, что мы там, я не знаю, там, мне не надо связаться с партнером, а мне надо там позвонить моему там дяде, он мне там, ну, я для него землю ищу или дом хочу купить. То есть любую стратегию займите, мы ее перепишем, и он будет так рассказывать, как вам надо, понимаете? То, что сейчас показывает, как у нас это работает.
Вы не обязаны работать один в один. Сейчас вы послушали то, как бы это было с нашей Да, компанией, просто да. подставили Петр, да. ваши переменные. Ага, да, а вопрос такой, а можем ли мы, грубо говоря, одного клиента бомбить там с нескольких разных номеров с разными скриптами? Ну, то есть это самый правильный на самом деле вопрос, видимо. То есть взять пару-тройку разных скриптов на исходящий Я понял, и... я вопрос Ага. понял, сейчас я вам показываю, как это выглядит и как это может быть. Смотрите, логика ж бизнеса одна и та же, то есть в целом центральный мост, центральный AI осознает, что это недвижимость, цель купить дом и так дальше. И теплый или холодный лид определяется по таким принципам. Тут вопросов нет. Это Мгм. статус AI Conversation, в котором робот сидит и что там придумывает все. Но для того, Мгм. чтобы выполнять исходящие звонки с разных номеров, под разными соусами, да, подавать, ну, с разными там заходами. Кто-то под стратегию я себе покупаю дом, кто-то мы компания скупаем дома, кто-то АСИС, кто-то там другой вариант. Для таких целей мы просто можем вот сейчас позвонить, ну, обзвонить список с одним предложением, как вы сейчас слышали. Это вот Мгм. конкретно одна кнопка AI Attempting. Тут Мгм. в скобках может быть там as is или mark или там что там еще, как компания, а потом как лично, условно, да. Один Мгм. как Мгм. для земли, а другой для этих, ну, по домам. Один Мгм. commercial работает, другой single family и так Мгм. Мгм. дальше. Но базово мы отдаем CRM-ку в виде, что она все это может, работает под одним вариантом. Когда вы говорите, Мгм. мне Мгм. еще надо ряд кнопок по другие стратегии, мы с вами садимся, вот то, что я вначале говорил, и дописываем наше техническое задание, мы его довыполняем Мгм. по согласованным условиям, и любая ваша хотелка будет внедрена, просто это уже ну, дополняшки к тому базовому, что мы предоставляем. Мгм. Мгм. Понимаете, да? Да, Вопросов да. нет, это возможно. И сейчас описываю, как это реализуется в виде статусов. Мгм. Если у вас в CRM-ке тут 150 лидов, 1000, 10 тысяч лидов, что вы делаете, чтобы их обзвонить? Что надо сделать, чтобы вот 2 лида у меня сейчас, условно тут не 2, а 2200, да? Я хочу Мгм. всех обзвонить ну, вот я сейчас утро, 9 утра условно, я принес сюда список лидов, и хочу, чтобы всем сейчас робот пошел трудиться, каждого звонить. Весь день там, я не знаю. Вы нажимаете вот эти вы находитесь в списке лидов, нажимаете вот эти 3 точки в правом верхнем углу. Мгм. Нажимаю bulk edit, ну то есть массовые изменения. Выбираю Мгм. update the lead status и выбираю new status. И моя задача выбрать вот этот AI attempting. Мгм. Мгм. Я нажимаю Next и нажимаю Yes, сделать это. Подтверждаю. Мгм. Как только я подтверждение сделаю, робот пойдет этот список обзванивать. Независимо сколько здесь. 1, 2 или миллион. Ага. Он Да, да, пойдет этих хорошо. всех обзванивать с интервалом, который я вам озвучивал. Если у вас будет разработано, если и когда у вас будет разработано больше сценариев, то, конечно, у вас будет возможность сначала одним позвонить, потом другим, или разделить Мгм. список, например, 100 лидам так звонить, другим сотням так звонить. Это вы будете комбинировать вот этими кнопками. Bulk Edit Мгм. и выбрать какой. Сейчас у вас есть один вот кнопка для звонков. Может их будет больше, и вы будете знать, каждая из них. Вы сначала чем звонить, вы просто себе наберете, да, вот как я сейчас делал. Протестировать на Ага. себе, почувствовать, ага, вот все, вот так я хочу. Вот этому списку я хочу вот так вот позвонить. Хорошо. Выбираете ту кнопку, которая вас устраивает, и отправляете маркетинг, и робот весь день, там, неделю, не знаю, пыхтит, звонит вашему списку, обзванивает, и каждый раз, при том, когда в разговоре подтвердилось намерение продать дом, вам прилетает в телеграм-группу вашу, в которую я вас только что добавил, а Мгм. я вас Мгм. делаю администратором, чтобы вы могли себе добавлять своих там сотрудников, помощников, там, Мгм. не знаю, Мгм. супругу, чтобы вы могли тут, ну, свою команду собрать. Пока тут я, как, ну, кто вам это все создал и помог, а дальше это бот, который выполняет данные оповещения, и Мгм. отговор. Мгм. В итоге сюда будет залетать в работе куча разных оповещений, и вы на них просто будете нажимать кнопку «Открыть», попадать в CRM-ку,
и попадать в нужный лид, о котором пришло сообщение. Внутри Мгм. вникать, что почем, ну, как бы вот сейчас, ну, из практики, да, вот, пришло уведомление, я нажал. Куда я попал? Я попал вот сюда, 1, 2, 3, тест авеню. Что я здесь вижу? Исходящий, стрелка вверх, звонок, 2 минуты 5 секунд звонок длился. Внутри summary, о чем говорили, уже подрезюмировали. Детальная Мгм. Мгм. транскрипция, голос ваш, вы послушаете после, когда закончится наш Zoom, вы сможете зайти в CRM-ку, зайти в этот лид, кликнуть вот сюда и послушать реально, ну, этот Мгм. разговор Мгм. без проблем. А выше робот, AI-анализатор вот этот квалифицировал, что это горячий лид, что там вот позитив, значит, то же самое summary и запланированная смс. Сегодня, так, второй месяц, 28 число, сегодня, в 11:12, то есть 11 часов 12 минут, у нас сейчас сколько? 10:21. Мгм. Мгм. Меньше, чем через час вам поступит фоллоуап в виде смс-ки. Привет, Дмитрий, спасибо, что за звонок. Мы, ну, то есть мы же звонили, спасибо за звонок. Мгм. Мы тут маркетинг, ну, короче, анализируем, трудимся, ну, как обычно, да. Мы готовим тебе. Мгм. Тут просто урезано, там текст длиннее, он просто тут урезается, чтобы сохранить эти места. Мгм. Хотя было бы прикольно все увидеть. Ну, ладно, Не, это... а тут, видимо, шоу-лесс Не-не-не, можно. шоу-лез это Нет? уже я раскрыл, А, а тут вот, ага. так что... Ну, в любом случае, вы увидите через часик, какую Мгм. смс вам пришлет робот, и вы уже дальше, получается, что вы можете проигнорировать смс-ку или как-то ее написать, но фишка в том, что вы владелец бизнеса, или ваши менеджеры, или вы, которые сидите в данной группе, получили вовремя уведомление и уже с ним Мгм. трудитесь. То есть вы открыли, что у вас получается дальше. Маленькие детали, которые я еще до сих пор не показал. Лид, кроме как он сам по себе существует и уведомлены вы в телеграм-группе, у Мгм. вас есть opportunities. Вот слева вверху, в левом верхнем углу. Ага. Opportunities. Открываю. Здесь смотрите внимательно, что есть одна колонка, вторая и много других колонок. Вот я их Мгм. ставим. Много. Много, мало, да? Но фишка в чем? Что в Opportunity каждый лид проходит какие-то этапы. Лид, который Мгм. Мгм. только поступил в систему, еще даже квалификация не произошла. Это он сидит в этой позиции. Вот я мышкой перетаскиваю. New Ага. Ага. account lead. То есть просто лид засветился как теплый. Когда AI с ним поговорил и определил, что он... Да, не, вру, не так, извините. Лид на первую позицию падает тогда, как, ну, смотрите, в CRM-ке лиды можно получить тремя способами. Всего есть 3 способа, как CRM-ка получает лиды. Первый, ручной. Когда вы нажимаете вот leads слева, плюсик, Мгм. создаете как вручную по одному, но это точно никто не делает. Либо приносите файликом. Вот сюда вы Мгм. приносите Мгм. файлик с CSV, ну это табличка, да, у которой есть колонки. Колонки, Ага. которые, ну вы на Property Radar или где-то в стриме, там, Wire, вот этом, Мгм. Мгм. скачали лиды, там есть property адрес, лид, как он там, не лид, а contact first name, last Мгм. name, phone number и так дальше. Вы эти дела сюда принесли файлом. И, ну, там, я могу сейчас показать, в принципе, Да, один. какой-то шаблон есть там, Да, который он действительно вы хорошо скажите поймет. вообще по вашему плану, как вы планируете... Или давайте я расскажу все 3 сценария, а потом вы решите из Не, ну каждого. мы, конечно, да, это загружать ну, как сказать, Первый из вариант, какого-то вот то, что я CSV. сейчас показываю, это CSV. Вы принесли табличку с следами, которые надо обзвонить и понять, что за Мгм. этой Мгм. табличкой стоит. Мотивация. То есть это путем вот плюсик и, вот еще раз, плюсик, import lead и вот это update файл. Upload, Мгм. ну, загрузка файла. Я могу сейчас скачать, у меня где-то таблички были, ну, чтобы сюда принести какие-то данные и показать, как это происходит. Но это все, я думаю, вы это когда-либо проходили такой путь. Ну да, да, просто Я, вопрос именно вот в мы, каком-то шаблоне. мы просто данную сейчас, ну, Мгм. уже много времени прошло, уже скоро 1,5 часа, как мы общаемся, а это много, Мгм. я, как правило, за час справляюсь.
Мы сейчас не будем рассматривать, как проходит путь загрузки лида. Я просто рассказываю сейчас основные аспекты, а в понедельник мы с вами загрузим сюда вашу первую табличку. И я покажу детально, что зачем кликать, как это приносить, и шаблон перенесу и так дальше. Поэтому это первый сценарий. Вы принесли файлик, Да. загрузили лиды, и они появились, вот как я вам показывал, приблизительно в таком виде. Это адрес дома и там его детали. Второй сценарий. К вашей CRM-ке подключен такой так называемый Lead Hub. То есть вы имеете, например, сайт, и помните, на вашем сайте есть форма для обратной Ну да. связи. Вы, например, заплатили там на Фейсбуке, выставили объявление, я покупаю дома, если интересно, ну там условно какую-то рекламу. На Google там рекламу, покупаю дома, еще где-то, то есть на всяких платформах. Цель одна, чтобы из всех реклам, я вам дам сегодня после зума специальную ссылку, которую вы должны прикрепить к вашим рекламным объектам. То есть называется это веб-хук, я думаю, вы слышали такое значение. Да. То есть ваша задача скидывать веб-хуки на адрес, который я вам дам. Веб-хук, который вы отправили на наш адрес, попадет гарантированно в вашу CRM-ку как новый лид, где, например, если кто-то заполнил на сайте форму, то адрес будет как имя лида и адрес, имя его там будет как, имя контакта, номером и так дальше. Условно, мы сейчас зайдем на ваш сайт. Если человек заполнил форму вот здесь, first name, last name, адрес, возможно, вот эту штуку даже не заполнял, что-то там кликнул, не кликнул, неважно, нажимал «Отправить», то когда на вашем сайте будет настройка, которая говорит «Забирай эту форму и отправляй веб-хук на данный», это настраиваемая штука, скорее всего, у Викса эта штука там есть настраиваемая, к форме прикручена. Да. Вы говорите, куда отправлять заполненную форму. Базово это всегда на электронную почту оповещение, но дополнительно это есть куда-то на веб-хук. И веб-хук вы говорите, отправляй мне на вот этот адрес, который я вам дам после зума, напоминаю. Как только заполнили форму, нажали «Отправить», лид залетит в вашу CRM-ку в виде разнесенных вот этих полей по хронологии. Там адрес, имя, номер телефона, имя, адрес. Что там вы еще собираете? Да и все. И что произойдет дальше? Как только человек заполнил, потенциальный лид, заполнил форму на вашем сайте, на вашем Фейсбуке, на вашем Google, где угодно, да? Везде, где только настройка есть отправлять лид в этот адрес, веб-хук, то лид прилетит в CRM-ку, и сразу робот, который получил лид, я почему за это зацепился, потому что вот когда я вам показывал вот эти opportunity, лид такой, который зашел с формы, он залетит вот сюда на первую колонку. Просто по умолчанию. Дальше AI пойдет его звонить. Перейдет на вторую колонку в процессе дозвона. Если лиду удалось дозвониться, он будет в второй колонке. Если не удалось дозвониться, разные же бывает, там заполнил ошибку в номере сделал, или заполнил, а трубку не берет, всякое бывает, то лид останется на первой позиции. И понятно, его там 3 раза будет долбить, ему и писать, помните, я рассказывал. Но если в итоге он так и не дозвонился, он останется на первой колонке. Но лид точно не будет потерян. Вы всегда, как собственник CRM-ки, зайдете в свои opportunity и будете видеть, сколько у вас на первой позиции, сколько на второй, сколько на третьей и так дальше. В каждой позиции есть своя логика. Я просто о них сейчас рассказываю. Откуда берутся лиды в первой колонке? От того, что вам где-то там на маркетинге заполнили форму. Следующий этап. Заполнили, начался разговор автоматически. Это там 10-15 секунд. Вот как я сейчас создавал лид, нажал кнопку, и мы там пару секунд подождали, и вам позвонил робот. Точно так же произойдет, когда лид упадет с формы. Дальше. С ним поговорили. Если он, как теплый лид, то он залетит вам в уведомление, а сам параллельно залетит вот сюда, на ревью, вот это. Почему ревью? Потому что, понятно, вы живой менеджер, вы живой собственник, вы получили уведомление, даже только ваше решение, решает, что с этим лидом дальше делать.
Мгм. Поэтому все, что происходит первая и вторая колонка, это автоматом робот распределяет, но дальше ему звонить, квалифицировать еще человеческим каким-то там методом, negotiation проводить, делать ему контракт, under контракт, подписывать, ну это уже закрывать сделку, это уже ваше. И вы просто как бы с этой позиции, когда вы лидов накопили на вот этой позиции, да, на третьей, Мгм. Мгм. вы уже будете их вручную себе двигать туда, куда вам выгодно. То есть сейчас вы с кем-то негашируете, с кем-то уже подписываете контракт, с кем-то там его еще дополнительно фуллапите по звонкам, потому что вы там договорились между вами, да. Мгм. Это вы Мгм. уже, чтобы не терять лиды и знать, на какой стадии обработки тот или иной лид, там сотни тысяч лидов, вы будете вот этим двигаться. Ну и Мгм. понятно, что когда лид уже все окончательно сгорел, то вы его будете кидать аж в Lost. Когда лид, ну, еще там надо нафуллапить его или как-то, ну, где-то сюда. Ну, а когда вы подписали, ну, выслали оффер, ну, скорее всего, вы будете ставить offer made создан. Мгм. Потом он уже предварительно подписан, а потом уже вообще победа, в этом все сделали, что вы планировали с этим лидом сделать. Мгм. Ну, то есть позитивные и негативные сценарии предусмотрены, и это все проводите через opportunity, и тогда у вас ни один квадратик не потеряется, потому что пока квадратики существуют, вы на них обращаете внимание, Ну правильно? да, да. А Мгм. когда это просто огромный список вот такой, ну, тут как бы черт в голову сломит, где, в чем, какая логика. А когда это в столбиках, то вы точно знаете, и при том, что вам AI помогает распределять понимание. Возможно, тут накопится лидов в первой колонке, вы их сами вручную перезвоните им, да, вы кликните внутрь лида, поймете, что робот никак не может дозвониться, условно, там, по разным причинам. Вы нажмете сами позвонить и своим голосом, возможно, дозвонитесь. Или возьмете своего смартфона, позвоните, а потом роботу просто нотатку сделаете, слушай, этот лид Мгм. теплый, потому что я с ним созвонился и так дальше. Ну, такие дела. Мгм. Мгм. Это Все, да, второй понятно. сценарий, Так. откуда берутся в системе лиды. Первый, помните, это принести Да. табличку. Второй, это заполнили форму, лид сам упал и прошел конверсию. Ему сам робот пойдет звонить, писать. А третий сценарий, это вы можете подключить... это третий сценарий, это вы разослали листовки, direct mail, или Мгм. вы, ну, там, какие-то объявления, там, я не знаю, дали. Ну, все, когда ваш номер где-то там в телевидении крутят номер, да, вот там покупают дома, звоните. Ну, всякая же есть типы маркетингов. Когда вам поступает звонок на номер вот этот вот он. Мгм. Или вы купите еще 10 номеров, на любой из 10 номеров, скажем так. Мгм. Да-да-да. Поступает звонок, и произойдет вот то, что вот Питер, вот как сегодня, вот я вам показывал в первую очередь, вот входящая линия. Робот ответит, поговорит, то любой звонок, который только поступил на входящую линию, попадет вот сюда, на вторую колонку. Ой, на Мгм. какую? На Сейчас первую. скажу. На Мгм. первую колонку это входящий лид. Он позвонил, он уже пришел в CRM-ку. Он создан. Лиды, которые пришли с формы, у них есть адрес, а лиды, которые Мгм. пришли из звонка, у них есть имя, а адрес, ну, там зашит внутри. Это уже, если они озвучили, не озвучили, то надо будет там Мгм. Мгм. расшифровывать. И у вас лид будет здесь. Когда в результате разговора точно так же он определен как теплый, то он уже падает на третью колонку на ревью. Мгм. В Мгм. любом случае у вас лиды, которые вы холодными звонками продолбили, или получили из форм, из реклам, или вам перезвонили на номер, который вы там везде разослали и вам перезванивает. Все эти методы поступают лида сюда автоматически. Мгм. И квалифицируется, и на теплые лиды вам оповещение в Телеграме, вы просто сюда переходите и сразу можете, ну, работать с лидом конкретным с Телеграма, но когда вы просто в CRM-ку пришли, так, что у меня за ситуация какая, зашли в Opportunity и тут уже влево-вправо двигаете. Да, да, понятно. Все, рассказал. Так, идем дальше. Идем дальше. Ага. И у каждого, ну не так, не у каждого лида, а в целом в CRM, то, что я вам говорил, 23 цента, да, за Мгм. минуту. У вас есть, это как узнать, сколько у меня сейчас на балансе минут. Это минуты называется.
вы нажимаете вот эти 3 точки в любом лиде. Это не значит, что в этом лиде столько-то баланс. Это Общий, да. общий в системе, просто путь пойти и найти, где мой баланс, это простейший способ зайти в любой рандомный лид, в любой, кликнуть в него и нажать вот эти 3 точки. В этих 3 точках внизу Integration Leads, ну это интеграция к нашему, ну, к балансу, который ведет. AI Voice Balance. Нажимаете, и у вас открывается такое окошечко, в котором отображено 2 вещи. Первое, сколько сейчас в данный момент минут на счету, а вторая вот эта позиция, сколько сейчас в очереди звонков. Что имеется в виду в очереди звонков? Вы принесли 10 тысяч лидов табличкой и отправили их на звонки условно, да? Все эти 10 тысяч зайдут сюда, вот в эту позицию. Тут будет написано 10 тысяч. И потихонечку оно будет уменьшаться, да? Да. Ну, по вот этим 15 секунд, которые я вам говорил. Раз в 15 секунд минус 1 звонок списывается здесь. Кому-то дозвонились, кому-то не дозвонились. То есть баланс будет уменьшаться ровно так, насколько берут трубку и сколько минут там общаются. А вот уменьшаться вот эта штука будет ровно по 15 секунд тикать минус 1 одно значение. Поэтому, когда вы, например, принесли большое количество лидов на обзвон, или сегодня утром сели, там поставили 2000, и вы не знаете, уже закончился этот обзвон или нет, ну, вам просто интересно, уже можно проверять работу или пока еще рановато. Вы заходите вот на вот эти 3 точки, попадаете сюда и видите, сколько здесь. Если уже 0, все, работа выполнена. Ну, выполнена в части дозвона. Понятно, что там еще процессы запущены. С кем-то идут фоллоуапы, с кем-то еще надо созвониться, еще раз будет звонить робот там вечером или завтра, еще что-то. Ну и так дальше. Это все, ну, в процессе. То есть, но сам факт, что уже первые звонки, которые на перезвон, они в эту очередь не учитываются. Да, понятно. Здесь видите очередь, которую вы запустили из принесенного списка. В целом я показал основные аспекты, откуда лиды приходят, как они обрабатываются, какие у вас возможности по взаимодействию с AI, где баланс смотреть, что такое лид и так дальше. Уже в понедельник мы закроем вопросы, как эти лиды доставить в CRM-ку, рассмотрим варианты других сценариев, когда вы в рекламу дали лиды, ну, номер телефона поступают лиды, и как может быть подключить, возможно, через Zapier. Знаете, есть такой сервис Zapier. Zapier, да. Соединяет, вы можете им соединить какие-то свои формы, какие-то свои источники маркетинга с нашим адресом, веб-хуки туда через Zapier будут поступать. Я еще забыл сказать, есть 4-й сценарий, он тоже интересный и практикуется у некоторых наших клиентов. Это, например, вы напрямую Property Radar или там как он называется, стрим, разные сервисы, я так называю базовые, самые такие известные, которые имеют тоже интеграцию по Zapier, и они работают как? Вы там собрали свою как это называется, свой байбокс, да, свою выборку настроили, там такая локация, какие-то параметры, все. И помните, да, как только новый объект попадает в ваши параметры, то тот сервис делает оповещение от новый адрес. Как правило, это просто вам на почту падает, да, обратите внимание, вот новый адрес. Но мы умеем, и это позволяет вся вообще синхронизация, чтобы как только такой лид появился у Property Radar условно, Zapier это мгновенно забирает, закидывает нам на наш веб-хук, делает, CRM-ка получает новый лид и сразу ему звонит. Угадайте, кто будет самый успешный в районе. Ну так тот, кто умеет не получить лид на почту, потом его посмотреть, потом подумать, потом проснуться, потом решить ему позвонить вручную, набрать, что-то там говорить, не дозвонился, забыл, забил, и уже все прошло. А кто-то качает списки просто вот, типа, они уже давно-давным сидят на рынке, вы их там скачали в каком-то порядке и загрузили, ну и вам половину, откуда у тебя мой номер, вы уже задолбали все звонить, знаете, ну есть такое. Да, есть такое. А тут, когда он только выскочил в какой-то, выборке, вы первый, и человек еще такой сырой, он только, у него появилась беда, там, знаете, он засветился в базах о том, что он там
форкложи, или он там какой-то там долги у него, или он разводится. Только он где-то появился, сразу он у вас упал, CRM ему сразу пошла звонить, и вы первый, понимаете, как это, Мгм, мгм. ну, в данной конфигурации. Поэтому рассмотрите вариант, и мы вам подскажем, как это сделать. Просто подкидываю идею, что есть еще четвертый сценарий, кроме как звонки входящие, кроме как ваш активный маркетинг за ваши деньги, кроме как Мгм. вести сырые списки, лиды и надеяться, что там что-то поймать, еще есть вариант, чтобы вам падали вот такие выборки с разных Мгм. платформ. Можно их поподключать. Ну, по сути, получается, что как бы через Это веб-куб эффективно. можно заавтоматизировать любой вариант там Да. сбора информации роботом своим и Да, так да, далее, просто, получается. да, просто есть вариант, что Мгм. у вас предусмотрено, например, на сайте или где-либо уже отправка на веб-хуком. А иногда бывает, что это там сложно все это добраться, и говорят, что типа, возьми запером, да и простейший способ. Мгм. Ну, Мгм. условно я так уже называю, чтобы упростить ситуацию. Да, все, Да, что да, я угодно понял. летит Мгм. веб-хуком на наш адрес, все это поступит как новый лид и выполнит формат, когда ему звонит робот, чтобы с ним Мгм. поговорить. Да, то есть это, да, это интересно, потому что если там как-то, ну, как сказать, самому делать сбор информации с каких-то сайтов, автоматизировать, то Это получается, заняет что это может... время, которое обгоняют на поворотах Ну такие да, да. парни, которые умеют круто работать. Мгм, мгм. Да, хорошо, я Вот. понял. Еще один момент, я так не сказал, знаете, крутые фишки. Например, наш робот, вы загрузили 10 тысяч лидов, да? В 9 Мгм. утра он начнет обзвон условно, если вы стартанули. Он там до обозначенного времени будет звонить, и вечером, например, вы сказали, мне в 8 надо закончить обзвон, или в 7 вечера, позже не звони. Но Мгм. это вы не говорите роботу, это мы в настройке делаем, вы нам Ну говорите, да, да. моя система должна звонить с такого времени утра до такого вечера, в таких промежутках времени. Мы это настраиваем, как я говорил, бесплатно, потому что это входит в условия там настроек. И Мгм. когда вы загрузили большое количество лидов, там оно не вписывается в обзвон за день, то на следующий день 9 утра продолжится этот обзвон, понимаете, да? Мгм. Мгм. Да, да. Ну и то же самое с СМС, я так понимаю, да, то есть он как бы, ну, Тоже выбрасывает из работы просто вот верно. Он нерабочее когда, время он как-то. когда планирует написать смс-ку, то он учитывает, что не, я сейчас не буду писать ему среди Мгм. ночи, я ему напишу утром или там среди дня. Ну да, да. Мгм. Кроме Мгм. того, почему я зацепился за эту тему, сейчас, если, например, Property Radar выбросил новый лид в 2 часа ночи, то он Мгм. встанет Мгм. в очередь на обзвон на 9 утра утром Мгм. и Мгм. позвонит ему автоматически. То есть вы не будете за этим всем следить, ой, лишь бы не Да, ночью да. выскочило, то там все обосралось, ой, чтобы он там точно позвонил, Мгм. или вы вручную носили. Он пришел, в CRM точно есть, и он на обзвоне сидит в очереди, а наступило рабочее время, он пошел ему звонить. То есть Мгм. Мгм. все Да. это схвачено. Ну все, я вам рассказал о системе, основные аспекты. Их гораздо больше. Я, честно, сейчас просто уже устал, много времени прошло. Мгм. Мгм. Мы с Да, вами, хорошо. клиент и поддержка, держим связь. В понедельник по умолчанию в 10 утра мы встречаемся. Zoom, я вам ссылку скину. Да, договорились, Запись хорошо. сегодняшнего разговора, сегодня либо в понедельник будет. Все, тогда на Мгм. Мгм. связи. До свидания, хорошего вам дня. Да, все, да, до свидания. Спасибо.